Эй, Иван, а чем будем заниматься сегодня вечером? Тем же, чем и всегда. Попробуем уничтожить Америку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Перед началом обзора хотелось бы окунуться в историю, ведь сколько клюквенных фильмов мы вместе посмотрели и сколько еще посмотрим, а поэтому нужно понимать, как все начиналось. После окончания Второй мировой войны две союзные державы стали противниками. Пропаганда одной страны вложилась в документальное кино. Оно изобличало капитализм и западный образ жизни. Пропаганда же другой страны оказалась куда прозорливее. И кроме документального кино, которое показывало постоянную угрозу уничтожения со стороны Советского Союза, поддерживало кино художественное на тему «На нас хотят напасть». И, как оказалось, оно гораздо лучше воздействует в контексте демонизации. И Soviet Russian начала атаку. И все для того, чтобы на попелище снасильничать иноземку. Изнасилование! Как пепел после ядерного удара стали разлетаться подобные фильмы во времена маккартизма. Естественно, ведь это были славные времена охоты на ведьм и репрессий. А поэтому советы в кино с удвоенной силой начали уничтожать все доброе и светлое. И продолжили даже после ухода Маккарти. Никто не сможет создать такую стену, которая ограничит свободу. Ну а после, когда в кино окончательно закрепился цвет, кинокоммуняки распоясались еще больше. Им уже не важно было на кого нападать. На Америку ли, на Афганистан ли, на Африку ли или на танцы. Характерной особенностью западной пропаганды в кино можно было считать осознанное обесчеловечивание противника. Подарки от советов выглядят как игрушки, но это мины. Мы учим детей не трогать их. То есть это не просто солдат или не просто человек. Это обязательно мразь, которая пытает just for fun. Или мразь, которая хочет сжечь живьем just because of vodka. Ответ контрпропаганды же был дан только в перестройку. И, будем честными, выглядит ответ крайне слабо. Особо примеров-то нет. Либо это экранизация западных классиков, либо экранизация исторических событий, которая, после того, как репортаж из Сангми стал общественным достоянием, выглядит несвоевременно и слабо. Ну а с технической точки зрения поспорить с тем же «Взводом» или «Апокалипсисом» не получится. Обычное художественное же кино не имело таких зубов, а американцы в них не приравнивались к насекомым. В общем, пропагандистская война была проиграна, световой меч Запада оказался куда сильнее и больше. Союз закончился, а вот пропаганда нет. Мы же с ними теперь дружим. Сменился лишь образ. Вместо звероподобного коммуниста пришел неотесанный православный гопник. Ну или на крайняк грязные чеченцы под предводительством казаха. Я казак, старик. Теперь, чтобы напасть на Америку, нужно объединиться с корейцами. Пытать направо и налево иноземцев не получается. А поэтому зачастую приходится издеваться над своими. Записать, что этот пидор погиб на войне, и сделать из него героя. Это скорее для его родных. Им будет неприятно узнать, что этот пидор пустил себе пулю в лоб. Так точно. Хорошо. Зачем мы тут снялись? Бабки, блядь. Тем более режиссер с Оскаром. Да и бюджет $25 миллионов. Но сегодня речь пойдет не про фестивальное кино о войне в Чечне. Вали отсюда, пидор. Сегодня поговорим про голливудский блокбастер. Красный Дунай. Нет. Красный кошмар. Нет. Красный монарх. Да нет. Красный рассвет. Нет. Красная жара. Нет. Красный жар. Нет. Красный полицейский. Да нет же. Красный скорпион. Нет. Вот про этот. Красный воробей. Очередное клише в названии. Я покажу вам Мазуров Кузьма.
«Красный воробей» — это фильм 2018 года стоимостью $70 миллионов. Главную роль исполняет Дженнифер Лоуренс, и играет она русскую балерину. Что логично, ведь это Россия, где все девушки балерины, а все парни КГБшники. У русской балерины, конечно же, классическое русское имя. Доминика Егорова? Доминика. Доминика Егорова. Доминика Егорова. Ну, не Ашф, Лшфтум хотя бы. И на том спасибо. Доминика ухаживает за больной матушка, носит меховую шапка и танцует большой театр. Верит в православие, и вроде бы все хорошо, но... Сила лебедя! Проходит 3 месяца, и мы видим такой же стандартный, как имя Доминика, спальный район Москвы и стандартную квартиру Москвы. И... Путина? Чтобы вы понимали, не только внешность похожа, но и движение. Мне кажется, неспроста на роль в западном фильме взяли Дмитрия Грачева. Вот карьера у человека. Вчера играешь в российской комедии, а сегодня в голливудском блокбастере. Американская мечта в DC. Путин оказывается КГБшником. Иронично. Или ФСБшником, в общем, КГФСБшником. И вместе с тем дядей Доминики, который между делом хочет трахнуть свою племянницу. Fantastic job, Putin. Он же докладывает Доминике, что ногу партнер по танцам ей сломал специально, чтобы после репетиции в Большом театре потрахивать новую приму в бане. После чего Доминика приходит к дяде, который предлагает ей вступить в ряды КГФСБшников. И пробным заданием должен стать секс с чиновником, который оказывал в театре Доминики знаки внимания. Доминика же бережет честь Самолоду, но на этот счет у Путина есть пару козырей в рукаве. Ты когда-нибудь была в государственных хосписах? Там равнодушие, одиночество и мучительная боль. Если ты сделаешь это, Вероника, у твоей матери останутся ее врачи, а вы останетесь в своей квартире. Но это только если я смогу доказать, что ты полезна для страны. My name is Russia. I need your boots, your clothes, your motorcycle. And your body. Путин дает инструкции, которые Доминика исполняет. И, естественно, чиновник не может устоять. Отпускает всех охранников и зверски срывает трусы, дабы насиловать, как насилуют повышением НДС. Но внезапно приходит дух мщения из фильма 80-х и убивает чиновника. Права старая поговорка «секс убивает». После, вместе с Доминикой, он едет в пыточную, где Путин объясняет русскому генералу Корчному, что убивать Доминику не следует. Кто она? Племянница. Балерина? Нужно понять, почему наши планы по внедрению постоянно терпят крах. Может, хватит нанимать в разведку известных на весь мир людей, которые при этом являются родственниками высокопоставленных КГФСБшников? Алло, подгоните, пожалуйста, к зданию машину с надписью «Хлеб». Спасибо. Естественно, никто из охраны не запомнил Доминику, когда она познакомилась с боссом, когда она пошла с ним в один номер, а поэтому ее след затерялся, и дядя предлагает. School of KGB or Death. Доминика выбирает школу КГФСБшников, которая, естественно, находится в некой усадьбе. Эти русские любят усадьбы на том же уровне, на котором любят меховые шапки. Здесь имя, которым будешь пользоваться во время обучения. Никогда не открывай свое настоящее имя и информацию о себе ни персоналу, ни кому-либо из курсантов. Секретный клуб? И в чем секрет? Что, они идиоты? Нет, серьезно, вы взяли ее из балета, она известный человек. К чему эта мнимая секретность? Естественно, благоустройство школы КГФСБшников на уровне коммуналок из клипов Дюны 90-х. Если ты не сможешь быть полезна стране, я лично пристрелю тебя.
Холодная война не окончена. Она распалась на 1000 опасных очагов. For the Sparrow School, I wanted to keep it very kind of communistic and totalitarian, so it's very washed out, kind of steely grays and icy kind of cold colors, and trying to fit that also into the environment of the school that kind of has a lot of like celadoni greens in the background. Хорошо, хорошо, для начала проржитесь. Запад ослабел, опьяненный потреблением и соцсетями. Мы в России все еще трезвые. Единственная опасность – это открытки на Пасху в Одноклассниках. И как результат мир погрузился в хаос. Только Россия готова принести жертвы, необходимые для победы. Чтобы наступил мир, мы снова должны встать во главе наций. И нужны жертвы. Жертвы, жертвы, жертвы. Во славу России! Жертвенной России! С этого дня вы становитесь воробьями. Орудиями в борьбе за мировую справедливость. Интересно, что нужно сделать, чтобы в мире восторжествовала справедливость? Катя, Виктор, раздевайтесь. Твою мать, солдат! Президентом стал Вайнштейн. Ты знаешь, что делать. Тело принадлежит государству. Ты должна научиться жертвовать ради высшей цели. Государство заботилось о тебе, теперь государство просит кое-что в ответ. Быть шлюхой. Начинается обучение. Воробьи бегают, взламывают замки и, конечно, смотрят порно. Я клитором командую! Ох ты, говнячок, трусь об него носом! Также продолжаются лекции. Этот человек влиятельный политик. Он был ярым оппозиционером, пока его не уличили в непристойном поведении. Он выглядит как ублюдок. В смысле, он похож на гомосексуалиста? Hello, comrades. Today we learn how to be tolerant in foreign countries. These people not ублюдки. They're homosexuals. These are not потаскушки. They're lesbians. This girl with the penis not членодевка. He is transgender. Be polite. Don't kill that ничтожество. Oh my god, what is it? What happened to his skin, mother of Russia? Please, turn it off! Turn it off! Но мы не можем судить его, хотя объект его страсти был уж слишком юн. Магия толерантности. К слову, в команду воробьев входят и парни. Видимо, потому что на загнивающем Западе вообще все ублюдки, в смысле гомосексуалисты. И необходимо подкладывать и мальчиков. Солдат нетрадиционной ориентации. Быстрого, сынок, реагирования. Голубые котята. Но внезапно все оказывается несколько сложнее. В школу приводят того самого педофила из презентации, но подкладывают под него не мальчика. Аня, дай ему то, что он хочет. То есть? Он не хочет того, что у тебя между ног. Стань парнем. Нашему государству необходимо, чтобы ты вырастила член. Тело принадлежит государству. Расти быстро! Мне нравится, что в России в спецагенты набирают людей против их воли. It was a dehumanizing, horrible place. The young women had no choice about whether they had to attend or not. Им даже не разрешали ходить без сменки. Нет бы набрать банальных проституток или женщин легкого поведения, чтобы задания в стиле «отсоси зэку гею-педофилу» щелкались как орешки. Я не могу! Можешь. Завтра попробуешь еще раз. А затем послезавтра. Все у нас прекрасно. Будет только так, если ты не один. Все у нас прекрасно. С другой стороны, книгу писал агент ЦРУ с 30-летним стажем, а книгу проверяло само ЦРУ. The agency requires that they read the manuscript and approve the book in its entirety. Every comma, every semicolon has to be approved by the agency, so I don't inadvertently reveal sources and methods. It's all 100% true. Вот и секретные документы подъехали. К
слову, это стопроцентная правда про школу из Казани и про методы работы удивительным образом совпадает с тем, что написано в отечественной правдивой книге «Секс-шпионаж». Had a school that taught young women the art of what I call sexpionage. Правда, в книге ссылаются на несуществующих людей и несуществующие места. Верхоной — это где? In the city of Kazan. Вы понимаете, информация настолько секретная, что ее по факту не существует. Благо отважное издательство Олма Пресс, несмотря на раскрытие гостайны, напечатало правду в серии книг «Досье». Рядом с такими документальными книгами, как «НЛО. Они уже здесь», «Оккультные тайны НКВД», «Тайные битвы 20-го столетия», «Время Шамбалы», «Невидимое оружие ГРУ» и, конечно же, «Тибетский лекарь кремлевских вождей». Время сказать правду. Рептилоиды действительно существуют. Ну а через 10 лет бывалый ЦРУшник напечатал правдивую книгу «Красный воробей». To keep occupied, I started writing a book. В которой по совпадению также описано обучение на порнухе, изучение поз, ведь на Западе никто тебя не заподозрит в шпионаже, если ты знаешь не только про Doggy Style, но и использовал голландский штурвал с тарантулом. Она попросила посоветовать 10 моих любимых поз в сексе, я знала всего 2, так что я просто начала называть насекомых. Отличается американская книга тем, что в ней упоминается некая верхневолжская Камасутра. Интересно, что бывает с теми русскими, которые ее не читали? Ты не справилась, когда тебя имеют со всех сторон. Тут же нам дают сравнить, как там в нормальных странах. И, естественно, в ЦРУ тона не темные, а форма не одинаковая. ЦРУшник не тренируется на педофилах, а тренируется в бассейне. Его имя Нейт Нэш, и он единственный, кто может наладить связь с кротом, внедренным в КГФСБ. Но хватит вкушать радости западной жизни. Выключить солнце, выключить радугу, убрать улыбки. Возвращаемся домой. Эти солдаты находились за границей почти год. Устройте им теплую встречу. Пора веселиться. Веселиться. Почему? Потому что надо. Закрой глаза. Неплохая реклама армии России. Думай о ее лице. Вспомни ее запах, ее прикосновение. Пап, а это точно кунг-фу панда? Вроде как. Естественно, секса на тренировках хватает не всем. Это уже вторая драка в бане, из которой Доминика выходит победительницей. Не пора ли ее поставить против Николая Лужина, или Джона Уика, или против парней Засохова? Или Ксении Анатоп, или Ивана Данка? Мы должны узнать, кто самый сильный в банном турнире of Mother Russia. Естественно, за попытку не дать себя изнасиловать в России наказывают. Ты обвиняешься в избиении курсанта. Он напал на меня. И защищая свою честь, вы были готовы лишить Россию перспективного курсанта? Вы хотели себя убить. Неужто вы хотели лишить Россию перспективного себя? Я просто хотел застрелиться. За это полагается расстрел. Неужто, генерал, вы хотели лишить Россию перспективного курсанта? Бля! Я служу государству. Служу президенту. Ему я ничего не должна. Что это за человек, который отправляет свою племянницу в спецшколу? Он патриот. Отдать племянницу в школу шлюх патриотично. Обучение продолжается, и изнасилование предлагают уже не тайно, а явно. Дай ему то, что он хочет. Смотри на меня. Нет, это самая лучшая идея Стиклера из всех. В общем, Доминика ради страны и президента оголяется полностью, доминируя над насильником. Тот же под напором блядства, несмотря на мастурбацию,
Блять, я рассказываю про высокобюджетный голливудский блокбастер, в котором снялись актеры высшего эшелона. Господи. Не может возбудиться. Ничего? Сука. Дружище, с кем не бывает. Стрессы, возраст. Вероника как бы остается независимой и не унижается, как того требует государство. Вроде и шлюха, а вроде и сильная и независимая, и неподвластная. Но таких в России единицы. Она уже умерла. Да твою мать! Несмотря на то, что Вероника ничему не научилась и мало того делает все прямо противоположное приказам, КГФСБ вызывает ее в Москву для того, чтобы дать задание. Необходимо выяснить, кто же является кротом в стенах КГФСБ. Ну а для выяснения этого, как вы понимаете, необходимо переспать с ЦРУшником Нейтом Нэшем. И какую награду ты получишь? Я знаю, ты злишься на меня. Ты отдал меня в школу шлюх. Помоги мне, и я отпущу тебя, если захочешь. Из мафии просто так не уходит. Я же работаю на ФСБ. Да, забыл. Думай, дура. Естественно, Доминика соглашается и уезжает в цивилизованную Европу из мира, где даже, блять, сотовых телефонов до сих пор не существует. Мобильников в России нет, потому что их тяжело прослушать? И да, я уверен, у вас давно уже возник вопрос. Какое время в фильме показано? Судя по Западу, современность. Судя по России, что-то вроде 70-х. Они могли бы притвориться, что яма — это парк. Эй, Влад, посмотри, какие камушки. Давай притворимся, что это картошка. Николай, не хочешь искупаться в грязи? В Европе, благо, нет такой депрессии, как в школе воробьев, но вот русские все те же. Местный красный воробей сообщает Доминике про нравы здешнего начальства. Болотов никогда не упускает шанса продвинуться за счет чужого успеха. И еще он любит пробовать новых девочек. Когда не волочиться за очередной стриптизершей. Складывается впечатление, что среднестатистического работника спецслужб России американцы списывали с моего персонажа. С извращенца. Родина! Прах! Смерть Америки! Духовность! Евля! Ублюдки, развращенные соцсетями! Патриотизм засадить! Педики! Болотов предоставляет Доминике информацию про агента Нэша, которого необходимо соблазнить. Много пьет. Смотрит порно. Ничего необычного. Анал. Втроем. Обычно двое мужчин и женщина. Мы такого не проходили! Твою мать! Просто школы воробьев недостаточно. Нужно делать детский сад. Выясняется, что ЦРУшник еще снимает проституток, но в отличие от извращенцев из КГФСБ, ЦРУшник всего лишь жалеет проституток и ни в коем случае никого не насилует. Максимум добротрах, да и то в фильме его нет. Потом он чувствует себя виноватым и переплачивает им. Он такой душка. Блять, русские идут! Доминика получает всю информацию и создает себе образ под стать желанию ЦРУшника. Окрасит ее алкашка-воробей по соседству. Мы всегда будем их шлюхами, если у нас не появится что-то, что им нужно. Скутеры. Вместо подготовленной легенды, которую дали КГФСБшники, Доминика решает выпечить настоящее имя, дабы ее легче было вычислить. И она смогла сказать: У меня родина тоже не это ваша. Она была балериной Большого театра. Думаешь, ее можно завербовать? Возможно. Вы здесь не для этого. Она племянница Ивана Егорова. Замдиректора внешней разведки? Да как они узнали? Тем временем зритель может в очередной раз увидеть разницу агентств госбезопасности двух стран. Известна масса историй о воробьях. О том, что они творят с мозгами мужчин. Не говоря уже об остальном. Волшебная вагина.
звучит как заголовок для новой книги про Гарри Поттера. Но Доминика не парится. Она идет в американское посольство и вываливает все американскому шпиону. Если вы знаете мое имя, значит знаете и все остальное. Дядя помог с работой. Трудно стало работать. Столько развелось идиотов. В посольстве Доминика видит еще одного воробья, соседку, которая флиртует с главой американского секретариата. После чего в квартире находит блокнот с планами соседки воробья, компрометирующий фотографии с пресс-секретарем и билет в Лондон. Ну вот эти вот шпионы! Once upon a time, a Russian boy saw in Whitehall. Boom, boom. What about Uncle Sam and Америка? Парни. Как вы понимаете, в контексте жанра шпионского фильма данное произведение сосет так глубоко, как не обучат ни в одной школе воробьев. Особенно если вспомнить какой-нибудь «Три дня Кондора». Это был он? Верно. Изображаешь недотрогу. Судя по моему опыту, это не так эффективно, как минет. And they were called sparrows. In the Cold War, the United States even tried to do something similar, but it didn't work. Just because culturally the East and the West are so different that people couldn't be extorted in the same way in Russia at the time. In Soviet Russia we don't have sex. А за минет вообще расстрел. Подружка сообщает, что местный босс всеми силами пытается убрать не дающую секса независимую личность Доминику. А поэтому Доминика отправляется за шефом в стрип-бар. И я поняла, что вам нужно, чтобы не смеялись над вашим крошечным членом. Видите камеру за моим левым плечом? Завтра вы отправите удовлетворительный отчет, или я привлеку вас за домогательство. План, конечно, гениальный, но минуту назад ты ему яйца выглаживала, будто при должном усердии оттуда должен вылететь джин. Вас отзовут в Москву, и вашей карьере придет конец. Вы что, домогались до агента, который должен вести себя как шлюха? Она не шлюха, она агент, который должен вести себя как шлюха. У нас толерантное государство, и сексизма мы не допустим! Ты что, мне подмигнул? Ублюдок, Петик! Доминика плачется Нэшу, но до секса не доходит. Тем не менее, секс будет с мозгом зрителя. Подумайте сами. На явочную квартиру шпионов приезжает открытый представитель КГФСБ для встречи. Хотел бы я увидеть того, кто разрешил подобное. Спасибо за доклад. Обед по расписанию. Товарищ генерал, перед вами препятствие. Просто обойдите. Спасибо. Доминика рассказывает дяде, что непосредственное задание в процессе, но зато она, дескать, вместе с сожительницей совратила главу американского секретариата. Очень перспективное дело. Я ясно дал тебе понять, что у тебя только одно дело. Русский агент на самом верху американцев. Это всегда ценится, верно? Вашим заданием было заполучить правительственные документы Пентагона. Да, но вместо этого я решил выкрасть отчеты полиции округа Колумбия. Соседка свою разработку отдавать не хочет. Доминика же объясняет, мол, это просто помощь, и вообще она сюда попала только потому, что знает о причастности КГФСБ к убийству чиновника. После слива такой инфы внезапно случается следующее. Неудачная эпиляция? Я не спешил с ней, чтобы ты могла понять, что бывает, когда разбалтываешь секреты. А ничего, что у нее было задание, и она разрабатывала высокопоставленного чиновника из Америки. И многое было завязано именно на личной встрече. Нахрена вы ее убили? Это Россия, друг. Как я понимаю, вы были довольно близки. Похоже, ты боишься за себя. Да не, с нее всего лишь кожу сняли живьем и убили. Вот если бы я ключи потеряла... Оказывается, ЦРУшникам все известно про систему подготовки секс-шпионов, что делает ЦРУшников бесцеремонно тупыми, раз они позволяют своему агенту постоянно вызывать проституток. Ах, да, он же им секреты не рассказывает. Он просто их кормит. Какая душка. То, что сделали с Мартой, это предупреждение. Они показали, что будет со мной, если они не получат то, что им надо. Скутеры.
Я беспокоюсь за маму. Люди, на которых ты работаешь, ни за что не отпустят тебя, что бы ты им ни дала. Они так устроены. Ты нужна им, пока ты им полезна. Тебя просто нет, если ты им не нужна. Когда ты танцевала для них, потому что они позволяли тебе. Работай со мной. Постарайся сделать что-то, что будет твоим впервые в жизни. Что? Работаешь на Россию, тебя используют. Работаешь на Америку, ты делаешь что-то для себя. Это все равно, что говорить про плюсы и пользу пенсионной реформы для народа. Выглядит реально более справедливым, чем сейчас. Это что, какой-то тест на имбецила? Меня вполне устроит доступ к твоему дяде. Опять шпионить? И что? Разве это что-то меняет? Да, потому что тебе не придется делать то, что приказывал он. Мы такого, конечно же, приказывать не будем. Мы ведь добрые ребятки. Да и лица у нас куда добрее. Доминика спрашивает, почему Нэш в Москве отвлек внимание на себя и спас крота, внедренного в КГФСБ. Он пользовался благами системы, но когда понял, что эта система творит... Russia does her active measures, which are the political influence campaigns, and there's also a xenophobia that they see the enemy at the gates all the time. Послушайте, это они ксенофобы. Они ожидают нападения врага. Их система не весь что творит. А мы снимаем кино про нападение русских, корейцев, их извращенцев, шлюх и их систему, потому что они действительно хотят напасть, а их система производит шлюх и извращенцев. Вот что значит мир без ксенофобии к кому-либо. Когда понял, что эта система творит, он не стал закрывать глаза. Он рискует жизнью, он рискует всем. Он не заслужил умереть в тюрьме. Речь идет про Ассанжа или Сноудена? Ах да, они же заслуживают смерти в тюрьме. Все время путаю верных и неверных. Заметьте, насколько схожа пропаганда. Наши хорошие и все делают правильно только потому, что они наши. А другие являются плохими только потому, что они не наши. Как же складно. Шикарно! После разговора Доминика приходит на секс к Нэшу. Его выгодно отличало от местных кавалеров нежелание бить своих партнерш по спине кулаком в момент оргазма. Да что уж там, Нэш даже включает классическую музыку, которую так любит Доминика. Он просто прелесть. После этого они едут в ЦРУ, чтобы Доминика прошла тест и полноценно начала работу на США. Согласны сотрудничать с американским правительством? Да. Почему? Я знаю людей, на которых работаю. Проклятие! При упоминании Нейта, у вас был с ним сексуальный контакт? Эй, Марти. Вы ведь этим занимаетесь? Вас этому обучали? What do you need to know, браток? Чики-брики в дамке! Доминика сливает браткам инфу про завербованного секретаря Сената США и получает задание принять секретные файлы и слить их ЦРУ. Ну а уламывать надо шантажом. Если эти фотографии станут доступны, вы потеряете допуск к секретности и свою работу. Подходит срок платы за обучение вашей дочери. А ваш бывший муж скоро снова потеряет работу. Если задуматься, глава секретариата такая же жертва. Жертва любви, жертва плохого финансирования, жертва шантажа. Разве нет? И именно эту жертву вместе с русскими Доминика и предоставляет ЦРУшникам. Да ее не жалко, ведь она предательница, в отличие от главной героини. Доминику уже подхватывают русские и сразу же везут в пыточную. Начинайте. Может, она провинилась в чем-то. Чудненько, теперь у него встал. Пытают Доминику для того, чтобы она призналась в предательстве. Но свободу в ней не убить. А разве Россия перекупала франчайз у Гуантанамо на пытки хард-роком? Мне очень нравится, что США в пропаганде приписывает своим врагам то, в чем была уличена сама. Советы внезапно сбрасывают атомные бомбы на мирные города, используют химическое оружие и внезапно пытки хард-роком. Если в России и пытали музыкой, то только такой.
Осужденные из Владимирского Централа недовольны тем, что с утра до вечера им включают так называемую попсу. КГФСБ продолжает пытки, и стоит сказать, что методы весьма странные, ведь подобным ударом можно изуродовать перспективного агента, а ударом в затылок вообще убить. С другой стороны, судя по этому... Вы рассказали американцам об Буше? Нет. Он смертельно устал. Им вообще похеру, без разбора херачат всех. Кстати, плюс одна невинно загубленная жизнь в копилку Доминики. Я понимаю, что этих персонажей выставили уродами, чтобы их было не жалко, но факт есть факт. Естественно, саму Доминику не убивают. Вместо этого запугивают пистолетом без патрона, ну и прослеживают ее до Нэша. Ты помогаешь. Без явной выгоды для себя. Я не ожидала этого. Глянь, какой он милашка. Он пусечка, ты пусечка. И это важно, ведь вы можете сравнить хотя бы внешность ЦРУшника и КГФСБшника. Ведь последний решил зайти на огонек. Это используют для пересадки кожи. Судя по его реакции, это что-то вроде бритья на сухую. Доминика выпрашивает аппарат себе и ждет, пока агент отвернется, чтобы нанести удар. Но злобный русский не так прост. Ты случаем чаек заварить не хочешь? По-моему, там борьба. Будем кого-нибудь вызывать. Проституток. Надо кого-нибудь изнасиловать. Естественно, даже звонок в посольство от имени Доминики никак не напрягает КГФСБ. Хотя, казалось бы, они держат ее под подозрением. Тем не менее, в больнице раны заделывают, и Доминика узнает, что кротом на российской стороне был генерал Корчной. Моя жена мечтала стать балериной. Она танцевала для меня в нашей комнате. Когда она заболела, наше посольство в Нью-Йорке не разрешило американскому врачу провести операцию. Говорят, отказ на выезд. А как же Шура? Где деньги взять? Ксень. Алло. Я родился через 3 дня после похорон Сталина. Мой отец воевал за него во время войны. Отец был членом партии, были привилегии. Ушли годы на то, чтобы осознать, что я родился в заперти. Это превращает человека в зверя. Господи, опять этот бред! Сколько можно? Я научился врать и подставлять других. В некой системе, да, существуют живые люди, которым можно симпатизировать, а на самом деле мы понимаем, что вещи они делают не очень хорошие. Система порочная. Да, да. Складывается впечатление, что фильмы снимают по одной методичке. И передо мной встал выбор. Или умереть там, где я родился, или перейти к нашим неуклюжим американским друзьям, для которых личная свобода, по крайней мере, не является пустым звуком. Какая свобода умирать? Корчной предлагает Доминике сдать его, чтобы сама Доминика ушла от подозрения и продолжила сливать инфу американцам. Доминика соглашается и организует обмен. Сдает крота, на которого ее и должны поменять. Естественно, Нейт недоволен, что Корчного слили. Ты думаешь, они выпустят его живым? Я думаю, когда-нибудь ты поймешь. Нет, я не пойму. Не всем можно жертвовать. Мы не выбрасываем людей. Но внезапно оказывается, что Доминика сдала не Корчного, а своего дядю, которому предусмотрительно сама Доминика подкинула улики. И спецслужбы России поверили, что дядя Доминики именно тот самый крот. Говно, а не работа. Стоп, а зачем было убивать шпиона на обмене?
Просто так, чтобы в очередной раз показать звериную жестокость страны? Ведь если Крот был действующим, он и так слил всю важную информацию, а новую, скорее всего, он уже не получал. Мы еще и снайпера убили. И убийцу снайпера, и убийцу убийцы снайпера, и убийцу убийцы убийцы снайпера, и убийцу убийцу убийцы убийцы. С Доминики снимают все подозрения, хотя по логике улики могла подкинуть и она. По-хорошему, можно было бы ей скормить ложную информацию, дабы дезориентировать противника и выяснить, кто же на самом деле Крот. I don't give a fuck! И теперь в КГФСБ 2 крупных крота-американца, а в США ни одного российского. Наконец, Америка может спать спокойно и не бояться, что свободу засунут в школу воробьев. С мамой Доминики все в порядке, с самой Доминикой тоже, она даже ходит на балет. Но американский шпион Нейт Нэш звонит ей иногда и включает классику. Алло. Ты опять выходишь на связь, мудила. Что же по итогу? Когда за пределами Soviet Russia снимают комедии About Us, выходит уныло. Но вот когда снимают кино на полном серьезе, то получается уморительно. Правда, смеются лишь in Soviet Russia, а за ее пределами, судя по рейтингу и сборам, отношение немного иное. Это досадное недоразумение. И если в отечественной пропаганде все сюжетные дыры оправдывают русским духом, то в западной пропаганде оправдывают уже русской дикостью. Подход с иной стороны, несколько иной взгляд. При этом накал самой клюквы не спадает. Те же штампы, те же сюжетные ходы и то же самое обесчеловечивание в декорациях и обстоятельствах, не имеющих даже визуального подобия реальности. Казалось бы, есть интернет, есть консультанты. Зачем использовать представления, которые были созданы еще в 50-х годах? Вопрос риторический. Эй, I have a nuclear weapon, козел! I can explode it. For водка. For патриотизм, for бабушка. Но сначала изнасилую кого-нибудь. Но буду честным, так как нормальные комедии выходят не так часто, каждый раз, когда я узнаю о премьере «Клюквы», особенно с таким бюджетом и с такими актерами, происходит следующее. Всего плохого.